Всем привет! Меня зовут Роман, и сегодня у меня на обзоре Acer Nitro 5. «15,6 дюймов». Давайте модельку. Это 20C1. Ну, так, на всякий случай. А это модуль номер, да? Это у нас AN515-45-R3F3. Мы, честно, долго пытались на Acer найти его точную спецификацию, и даже это удалось с какой-то попытки сделать, но она не очень подробная, поэтому некоторые данные могут быть неточны, имейте это в виду. Ну, просто потому, что их не указал производитель. Как говорится, обычно. Ладно, давайте начнем. Ну, как бы... Выглядит это все дело вот так. Цвет серый с мелкой блестинкой. Выглядит на самом деле неплохо. Вот. Не совсем классический дизайн, но для игрового ноутбука окей. Снизу у нас есть вентиляционное отверстие под турбину, ну как бы ок. Ну и выхлоп на всех 4 сторонах. То есть здесь 2 и здесь по одному. Давайте быстренько пробежимся по портам и перейдем к более интересным вещам. Порт зарядки располагается сзади, но в отличие от других ноутбуков, где порт зарядки располагается сзади, ничего больше сзади нет. Ни USB, ни каких-либо других разъемов, просто порт зарядки, что как бы, наверное, все-таки ближе к минусу, чем к плюсу. С этой стороны у нас HDMI, USB SuperSpeed и тип C. Причем это просто тип C, не DisplayPort. И забегая вперед, DisplayPort здесь нет. То есть один разъем HDMI это все, что у вас будет. С этой стороны 2 USB SuperSpeed, полноценная сеть и комбинированный разъем микрофон-наушник. Если честно, по разъемам, мягко говоря, не густо. Тип C без дисплея? Серьезно? 2021 год на борту? Как бы почти 22-й. Чё? Только HDMI? Ладно, но специально перепроверили этот момент. И в описании, и по факту сигнал отсюда не выходит. То есть это точно не DisplayPort, это просто тип C. 3 USB окей, наличие физической сети плюс. Ну, как бы комбинированный разъем микрофон-наушники, фиг бы с ним, картридера здесь тоже нет. Ладно, как говорится, окей. Минус уже есть, скажем так, не открывая ноутбук, но окей, поехали дальше. Открываем ноутбук. Что у нас тут такого интересного? Давайте я его сразу включу. 2 микрофона, подсветка, камера. Камера без механической шторки. И никакого хитрого переключателя, как на Lenovo, отключающего камеру, здесь, естественно, нет. Ну, как бы не то, чтобы мы сильно боялись в том, что большой брат будет за нами подглядывать, когда мы будем пользоваться данным ноутбуком. Но хотелось бы, чтобы все-таки была шторка. Ну, ладно. Клавиатура. Мембраночка. В принципе, довольно приятная клавиатура, если бы не вот эти белые клавиши, которые здесь есть. Сейчас покажу, секундочку. Которые на самом деле немножко мешают. Но визуально это sRGB 100%. Но есть как бы маленький нюансик. Вот эти вот клавиши, они с подсветкой, вопросов нет. Ну, то есть, но вот это вот зачем было делать? Типа игровые клавиши обозначить. Окей, но лучше бы вы этого не делали. Ну, то есть вот так клавиши смотрелись лучше. Разворачивается экран не сильно широко, но в целом достаточно. Что тут еще такого интересного? Тачпад абсолютно стандартный. И клавиатура в целом ничем не выделяется. Вам может показаться, что здесь RGB подсветка, но это тоже не так. К сожалению, то есть подсветка здесь управляется 4 сегментами, да? И 4 сегмента подсветки настраиваются отдельно. Плюс есть режимы
бегающей подсветки, переливов и всего остального. Но отдельно каждая клавиша не настраивается. Это не полноценная RGB подсветка. То есть это что-то очень странное, если честно, если между нами. То есть, ну, как бы, камон, здесь все равно стоят управляемые светодиоды. Но почему управляется 4 сегмента подсветки? В чем ограничение? В контроллере, в софте, в чем? Окей. Не то чтобы это был существенный минус, то есть, ну, как бы, клавиши с подсветками это хорошо, и как бы все в принципе нормально, но раз вы уже делали управляемую подсветку на клавиатуре, нельзя было сделать ее полноценную. Окей. Есть нумерик, то есть физическая цифровая клавиатура, это плюс, если вы будете брать этот ноутбук для офисной работы. Экран 144 герцовый, одним пальчиком закрывается и открывается. То есть Apple тест, если надо, пройдет. Корпус, естественно, со всех сторон пластмассовый, ну а чего, как говорится, вы ждали. Блок питания на 180 ватт, кирпич не очень тяжелый, но 180 ватт. Как говорится, что-то подсказывает, что видик здесь 95 ваттный, ну как есть, это 3060 Max-Q. На этой, как говорится, ноте давайте перейдем к камере, а затем сразу к разборке. Итак, это у нас Acer Nitro 5 и звук как есть. Картинка, если честно, очень сильно рассыпается. То есть вроде с автофокусом совсем вопросов нет, но камера достаточно посредственная, очень сильно зернит на самом-то деле. Так, звук, когда я печатаю, ну, в принципе, мягкие клавиши не стучат особо, так что нормально. Теперь послушаем, как это выглядит, когда у нас вентиляторы работают на максимум. Вентиляторы на максимуме, как меня слышно, как фильтр, ну, как бы как-то, наверное. В общем, по камере вас узнают, но качество достаточно посредственное, если честно. Дешевая камера, ничего не сделаешь. Итак, что у нас внутри? Батарейка на 55 ватт-часов, ну, по крайней мере, rated capacity так заявлен, так-то 57,5, ну, окей. Два M2 разъема, в одном из которых у нас установлена кингстоновская SSD-шка на 1,5 терабайта. Чипов памяти здесь, кстати, больше, чем обычно. На таких накопителях должен быть не очень медленный, но сразу есть нюансик по обоим M2 разъемам. Сейчас я вам быстренько покажу. Смотрите. Знаете, под разъемом очень много элементов. И здесь, и здесь. Двухсторонние SSD, если вдруг вы такие найдете. Сюда как бы не поставишь. Могут лечь на элементы внизу, что нехорошо. Wi-Fi съемный. Это плюсик. Правда, это Mediatek MT7921L, но в целом все окей. Два модуля оперативной памяти, двухсторонние SK Unix по 8 гигов каждый, то есть двухканал и по 8 банок на модуль, то есть максимальный уровень производительности должны обеспечивать. Ну, окей, вроде как не самые плохие модули. Есть посадочное место под 2,5 дюймовый жесткий диск, и даже есть в комплекте шлейф и разъем к нему, который можно подключить, то есть вот прям готово к установке. Окей. 2М2, 2,5 дюймовое устройство, ну как бы полный фарш. По системе охлаждения. Она мне в принципе напоминает таковую у Легиона с большего. Но есть особенности. Вот эти пластины, да, которые очень похожи на пластины, как у Lenovo, на самом деле не настолько толстые. То есть если на них внимательно обратить внимание, то они толщиной в 1 мм. Местами вот они вот потолще в таких местах, да, местах соединений, но местами они в 1 мм толщиной, и с этим ничего не поделаешь. Трубки медные, 8 мм и одна 6 мм. По соединению
Процессор и графический чип соединены между собой и выходят на два массивных довольно радиатора. И по дополнительной трубке отдельно для графики на радиатор, отдельно для процессора на радиатор. Накрыта и зона VRM накрыта, и накрыта видео память. Ну, то есть накрыто все, в целом все должно работать хорошо. Спойлер, тесты системы охлаждения мы уже провели. И как бы, поскольку здесь нет пломбы, а пломбы здесь, можете обратить внимание, действительно нет, я могу прям под нее залезть, что я на самом деле и сделаю. Посмотрим, как говорится, что там как. Хотел еще показать вам нижнюю крышку. Как видите, здесь для обоих SSD дисков есть небольшие радиаторы, под которыми тоже, скажем так, они не вплотную контактируют с корпусом, и есть небольшая даже термопрокладка, которая лежит в зоне, где находится контроллер. Ну что ж, теперь можно и отполовинить систему охлаждения. Так, для начала, наверное, мы снимем каптоновый скотч. Если вдруг захотите его почистить, оторвали каптоновый скотч и как бы почистить никаких проблем нет. То есть турбины снимаются независимо от самого радиатора. Каптон еще оторвать. Потом отмыть клей, а потом наклеить новый каптон. Так, давайте смотреть, что внутри. Во-первых, медные радиаторы, что плюсик, скажем так. Правда, нужно поднимать турбины, когда снимаешь, потому что есть вот такие вот хлястики, которые направляют поток снизу. То есть в теории можно, конечно, разобрать и без них, но на практике лучше, чтобы они остались. И сам радиатор, если честно, ну как бы, он довольно массивный. И это плюс. На этом, правда, плюсы немножко закончились. Давайте смотреть. Первых отпечаток по видеокарте. Вот это вот зона плохого отпечатка. Здесь зона плохого отпечатка, вот тут. Ну, может быть, сейчас я перенанесу пасту, передавлю, здесь все будет хорошо, потому что это на самом деле не какие-то критичные моменты. Контакт в этих местах был. Он был плоховат, но он был. То есть это еще терпимо. Опять же, у нас никаких прям супер температур тоже не было. Забавная рамка и на графическом чипе с ограничителем. А для чего она? Правильно, для вот этих вот жидких термопрокладок. То есть вот это вот жидкая термопрокладка, знакомьтесь. Ну, в целом, как бы, окей, жидкая термопрокладка. Эффективность не знаю, но будем надеяться, что довольно высокая. А вот теперь о месте, которое вызвало у меня вопросы. Видите вот этот вот участок? Вот контакт термопрокладки с элементом, вот он. А с этим не было вообще. Здесь по VRM здесь есть, здесь есть, здесь есть, а здесь нету. А вот она, прокладочка. Вот она, лежит. То есть вот с этим чипом VRM контакта тупо не было. Ну, его просто не было. Как бы... Чё? Вот здесь термопрокладочка. Вот она. Вот это вот должна приходить вот на этот элемент. Но она недостаточно толстая для того, чтобы с ним контактировать. Ну, то есть вот здесь не было контакта. Вот тут. Там на прокладке нет отпечатка. И двоякое впечатление. С одной стороны, это хорошая система охлаждения. Ну, то есть давайте серьезно. Это хорошая система охлаждения. Она легко обслуживается. Ну, сравнительно, каптоновый скотч копейки. То есть турбины снимаются отдельно. Все замечательно. Ладно, даже эти идущие по верху провода в желобках на радиаторе, в принципе, можно простить. Есть направление потока. Все окей. Но, ну, даже жидкая прокладка это неплохо. Ну, то есть, на самом деле это неплохо. Но качество сборки вызывает вопросы, потому что, ну, контакта местами нет. Чё? Почему? Вот здесь термопрокладка нужной толщины, а здесь нет.
гадость еще и мажется. Ну и, соответственно, силиконовое масло из вот этой жидкой термопрокладки, да, если обратить внимание, оно уже вон потекло. Но есть и плюсы, то есть вот места под съем тепла с памяти, они медные. Эта пластина медная, эта пластина медная. Здесь все хорошо на самом-то деле, кроме исполнения. Не знаю, был ли правильный выбор именно жидкой термопрокладки здесь. Ну вот так, как есть. Но мы их заменим на классические и проведем сравнение в любом случае. Почему бы, собственно, и нет. Правильно? Правильно. Что ж, к этому и приступим. Итак, PC-Mark 10 8023 балла. Как ноутбук для всего, видео, вот эти ваши интернеты 9539 баллов. Надо ли говорить, что это отличный результат, да? Productivity — это офис и все остальное 8454 балла. Тоже отлично. Digital Content Creation. Создание контента и вот это вот все. 9501 балл. Результат очень хороший, но и традиционно ноутбук проседает в обработке видео. Ну, просто потому, что для обработки видео обычно используются компьютеры несколько посложнее, чем ноутбуки, с большим объемом оперативной памяти, 16 гигабайт для этого маловато будет, но и места на накопителях здесь не так много. Но как рабочую станцию его точно можно использовать, если вдруг, есть такая нужда. 3D Mark 7671 балл, окей, 3060 лэптоп. Явно не 130-ваттная, но об этом мы узнаем немножко позже, но по результату уже видно. Но результат хороший. Лучше, кстати, чем 62% результатов. 3D Mark на этот раз тест Port Royal, 4264 балла, тоже хороший результат для ноутбука. Опять же, понятно, что здесь бывали компьютеры и помощнее в тесте, но даже так. Лучше всего, чем 17% результата, но это не удивительно. VRMark 10613 баллов. Хороший результат, средний фреймрейт 231 FPS, но и в целом этого абсолютно достаточно для любой VR-системы. Так что, да, ноутбук можно для этого использовать. Cinebench. А вот здесь результат уже довольно интересен. 1039 баллов для 5800H маловато будет, как и 10688 баллов в многопотоке. Собственно, сама проблема и возникла из-за того, что, как ни странно, в данном ноутбуке очень странно работает охлаждение при нагрузке только на процессор. По крайней мере, при штатных режимах. Почему? Потому что ноутбук бустит не процессорную турбину, а турбину видеокарты. Как так получилось и что бы это могло значить, конечно, не очень понятно. Соответственно, температура процессора в эти моменты такая себе. Это, скорее всего, программная ошибка, которая уберется либо обновлением, либо новой версией BIOS. На момент съемок версии BIOS, на всякий случай, последняя. И эта проблема присутствует. Если же система нагружена комбинированным чем-нибудь, игрой, например, то этой проблемы, как ни странно, не наблюдается, потому что работают обе турбины.
Если выставить турбины принудительно в режим работы, то результат меняется кардинально. 1413 баллов в однопотоке и 12019 баллов в многопотоке. То есть процессор начинает вести себя адекватно. Правда, для этого пришлось турбины вручную, скажем так, задать им обороты, чтобы система заработала корректно, потому что, в обычной ситуации почему-то процессорная турбина не крутится, когда нагружен только процессор, а крутится турбина видеокарты. Но это наверняка программный косяк. Надеемся, что скоро поправят. AIDA Cache and Memory Benchmark. Очень хороший результат для родной памяти внутри. Конечно, просела скорость записи по непонятной мне причине, но при этом низкая латентность и хорошая скорость чтения, как и скорость копирования. Довольно странный результат, но в целом память неплохая. Накопитель Kingston внутри и мог бы быть и получше. Нет, показатели хорошие, но это не игровой и, скажем так, не мейнстримовый M2 NVMe накопитель, который вы вот прям пойдете себе и купите. Он попроще, entry level, но нормальный, адекватный. Пользоваться можно, все окей. Прям не то, чтобы совсем погано. OCCT Power Supply Test. Нагрузочный тест для того, чтобы посмотреть на температуры и работу системы охлаждения. Процессор 82, можно сказать 83 градуса. Графический чип встроенный 79. Дискретный, можно сказать, что 80. Hotspot 85 градусов. На ноутбуке самая горячая часть наверху 56 градусов, и это довольно много. А вот турбины, похоже, сообщаются с клавиатурой, поскольку четко видны места, где они есть, и, скорее всего, там между клавиш немножко проходит воздух. Ну и на клавиатуре есть еще одно горячее место, чуть пониже, 53 градуса, и это не очень хорошо, больше, чем хотелось бы видеть на ноутбуке. Мощность при этом у процессора 35 Вт, у интегрированной графики 33 Вт, у графического чипа 86 Вт. Видим, что работает общее ограничение по потреблению. Блок питания всего на 180 Вт, вот то на то примерно и выходит. Частота во время теста у процессора 2400, и все идет как надо. То есть в целом никаких проблем с частотой процессора нет. Система охлаждения работает корректно. Ну и наконец игровые тесты и по традиции Dota. Видеокарта в районе 80 Вт, процессор в районе 30 Вт, бустится корректно, температуры абсолютно нормальные, FPS средний, в замесе в районе 130 с падениями до 115, наверное, 118 минимум. Очень хороший результат, учитывая, что и камера выше, чем обычно, и скины, и вообще это запись профессиональной игры. То есть для доты с головой и ушами. CSGO. 180 в худшем моменте, 320 FPS, примерно разброс, если быть более объективным, где-то средний FPS, наверное, будет в районе 240, и результат более чем неплохой. Танки. В худшем случае где-то в районе 115 FPS, видеокарта стабильная 85-86 Вт, больше, к сожалению, в ней найти не удалось. В теории это 95-ваттный видик, но 95 Вт тут нет. По крайней мере, в легких играх так точно. FPS средний в контрольный момент 151 кадр, и 28 526 баллов. Результат неплохой, но я видел на 3060 лэптоп результаты и получше. Warzone все на максах, без DLSS, и среднее количество кадров где-то в районе 100, 101, 103, местами с просадками до 90. Такой себе результат, мог бы быть и получше, если честно. Для RTX 3060. И опять же четко видим, что видеокарта не потребляет больше 86 Вт. При этом температура 72 градуса с огромным запасом. Могло бы все это работать и повеселее. Если добавить к этому всему DLSS, то среднее количество кадров уже примерно 125, и, конечно, гораздо приятнее все это дело становится. Но за 86 Вт мы так и не можем вырваться. Red Dead Redemption.
В нашем отрывочке среднее количество кадров в районе 58, ну, без DLSS, и меньше, чем хотелось бы. Хотя фреймтайм ровный, видеокарта 86 Вт, и в целом с температурами полный порядок. Впрочем, результат теста со мной согласен. 24 кадра в минимуме, 71,5 кадра в максимальной частоты и 56,5 кадра средняя. Что ж, давайте посмотрим, что будет с DLSS. С DLSS у нас действует программа плюс 10-15% производительности и средний FPS 67. С температурами опять же полный порядок, видеокарта догружена полностью, но все еще 86 Вт. Максимальное количество кадров подросло до 117,5 кадров, минимальная 22,6, ну и средняя частота 65 кадров. Отличный результат, Red Dead Redemption без проблем. Киберпанк. Все еще 86 Вт на видеокарте и неуверенные в себе 30-35 кадров, когда у нас все на ультрах. Ну, ничего не поделаешь. 3060 лэптоп в 60 кадров ультру не тянет. Ну, разве что DLSS включить. Давайте-ка посмотрим, как будет с ним. Если DLSS включить, то никакими 60 кадрами здесь, к сожалению, не пахнет. Все еще 86 Вт и среднее количество кадров, неуверенные в себе, 43 кадра. Даже, наверное, местами поменьше средний FPS, где-то в районе 41-40. Могло бы быть больше, видно, что карте не хватает мощности. Окей, настройки высокие, то есть рейтрейсинга теперь уже нет, но DLSS есть. Ну так, для сравнения со всеми остальными результатами. И вот в таком режиме у нас уже среднее количество кадров где-то в районе 80 кадров в секунду, и это уже играбельный результат. Фреймрейт довольно ровный, и как бы да, в Киберпанк на высоких с DLSS без вопросов. Хотя местами просадки FPS довольно серьезные, то есть прыжок, точнее падение FPS до 66 местами, но, впрочем, это играбельно. Дублирование экранов. Ну, на Cinebench это сказывается прям не сильно, чтобы заметно. Чуть-чуть упал результат в многопотоке, но 200 баллов это 200 баллов, несерьезно. А вот с точки зрения производительности видеокарты у нас действует программа минус 15, минус 20, а то и минус все 30%. В танках в худшем моменте 95 кадров, а в контрольном моменте всего 115 кадров в среднем. И это сильно ниже, вот прям сильно ниже, чем было с одним экраном, не в режиме дублирования. Ну и, соответственно, 21 059 баллов это не 28 тысяч, которых было изначально. То есть этот результат прям практически на треть меньше. Ну, можно считать, что на 25% точно. Окей, давайте посмотрим на Киберпанк. Настройки высокие. Средний FPS уже где-то в районе 65, даже, наверное, 64-63 кадров. Ну и это поменьше на самом-то деле, чем было на одном экране, и довольно заметно. Давайте попробуем другую память. Это та память, которую вы можете просто купить в магазине. Модули Crucial, с двух сторон чипы, по 8 гигабайт каждая планка, одинаковые по маркировке, если что. И результат 1431 балл в однопотоке и 11923 балла в многопотоке. Ну, можно сказать, что только чуть-чуть улучшился многопоток, но к этому моменту мы уже перебрали систему охлаждения, переустановили ее на новую пасту, и можно списать вот эту разницу на это. По сути, результат в пределах погрешности. Ну и, соответственно, показатели памяти по всем показателям стали в среднем лучше, хотя латентность несколько выросла. Ну что ж, давайте посмотрим, как будет в играх. Танки. По худшему моменту у нас где-то 118 кадров, что вроде как лучше, чем в оригинале. Может быть, только немножко, ну или очень на это похоже. В контрольном моменте среднее количество кадров те же 151 кадр, ну и результат, по всей видимости, должен быть ровно такой же. Да, 28 773 балла, то есть если результат как-то и отличается, то в пределах погрешности. Среднее количество кадров такое же, те же 80 кадров,
в среднем. Ну и можно сказать, что особой разницы между памятью нет. Что ж, давайте попробуем что-то повеселее. Например, Kingston с JEDEC 202242. Более дорогая память, и посмотрим, что покажет она. Если брать Cinebench, то результат в однопотоке чуть ухудшился, в многопотоке же соответствует примерно штатной памяти. Латентность еще немножко выросла, но и выросли скорости. Посмотрим, как это отразится на играх, но как бы серьезная память Kingston, JEDEC, прям 202242. Ну, если и лучше, то совсем незначительно. По крайней мере, в танках по минимальному FPS примерно то же самое, хотя он и чуть выше, что немаловажно. Что ж, давайте посмотрим. В контрольном моменте среднее количество кадров 149 кадров в секунду. Это чуть-чуть меньше, чем у штатной памяти. При этом как бы никакой другой разницы в целом-то и нет. В баллах это 28 319 баллов. И да, это меньше даже, чем у Crucial, скажем так, который вы просто можете купить в магазине. Cyberpunk же на изменение памяти практически не реагирует. Может быть на один кадр меньше, чем у другой памяти в те же моменты. Ну, как бы, что еще раз нам подтверждает, что Kingston в данном случае не та память, на которую стоит менять штатную. Если вы хотите заменить штатную память, покупайте самую обычную. Пришла пора проверить, является ли ноутбук игровым, если вы воспользуетесь им без зарядки. Cyberpunk, настройки высокие, DLSS включен и процессор ограничен примерно 10 ваттами, а видеокарта примерно 32 ватта. Но FPS в 24 в среднем кадра. Серьезно? Ну, в общем, в легкие игры. Да, вы поиграетесь на интегрированной графике. В чем-то тяжелом придется либо сильно менять настройки, ну, либо это просто будет неиграбельно. То есть, как игровой ноутбук, только от зарядки. Во всех других случаях ноутбук, скорее всего, пал жертвой высокой автономной работы, которую создатели пытались здесь изобразить. Ну и игровой он только от зарядки. Итак, пора подвести итоги. А спонсор подведения итогов — тряпочка для протирки отпечатков пальцев. Потому что это просто смерть, как на нем остаются отпечатки пальцев. Ну, окей. Это один из недостатков, которые, ну, скажем так, вы будете видеть. Но есть и еще, как говорится, тесты уже видели. Давайте кратенько к выводам. Acer Nitro 5 — это одни из самых дешевых ноутбуков с такой комплектацией. Стоит понимать, что все модели в этой ценовой группе имеют там 85-95 ваттный видик. Как он работает на других ноутбуках, пока не знаю, но здесь это ровно 85 ватт, несмотря ни на какие заявления компании Acer. Мы перебрали систему охлаждения, мы получили нормальный отпечаток на видеокарте, мы получили нормальную температуру на видеокарте, мы даже тестировали с выкрученными на максимум турбинами. Ни в какой ситуации 95 ватт по видику нет. Максимум, что мы прострелами вот иногда видели, 86 ватт, не более того. Мы поменяли термопрокладки по 115 раз. Я открыл и закрыл ноутбук для того, чтобы поставить систему охлаждения так, как она должна стоять с завода. И это второй недостаток. То есть, если мощность видика я, наверное, к серьезным недостаткам отнести не могу, просто потому что у других, скорее всего, ровно то же самое. Нет, он не перегревался, что важно. То есть, я должен это отметить. Но охлад стоял плохо, учитывая, что там жидкие термопрокладки были изначально. Он мог бы быть установлен нормально. Но контакт почему-то на графическом чипе был плохой. Мы получили отличный контакт, практически минус 10 на видике сделали. Ну, MX5, обычные термопрокладки вместо жидких, хотя можно было и жидкие нанести, опять же, какие-нибудь приличные, типа K5 Pro. Но как бы окей. В целом, учитывая, что у него мощная система охлаждения, это не недостаток. Ноутбук точно не перегревается. Кстати, в автоматическом режиме он еще и не очень шумный. Ну, как бы, как факт.
Потому что его система охлаждения явно рассчитана на более мощную видеокарту. Я думаю, что 130 Вт она бы потянула по видику, да, уже типа с криками турбин, но без вопросов. Но чего нет, того нет. То есть минус есть. Ну, то есть плохо установленная система охлаждения, хотя, возможно, это брак конкретного экземпляра, это даже браком назвать нельзя, потому что, ну, камон, ну да, мы получили там в танках 68 на видике, да было там 70 с чем-то, ну, то есть он не перегревался при этом, но отпечаток был плохим. На проце, кстати, отпечаток плохим и остался. Но, опять же, так как настроен данный ноутбук, это тоже не проблема. И это проблема номер 2. Производительность в ваттах на видик, ладно, но вот на процессор, что-то как-то у меня вопросы. На ограничение в 45 Вт и выше 63 он, по-моему, не забустился. Ну, такое себе, видел я и побольше. Тем более, что система охлаждения нагрузки только на процессор ему позволяет. А еще есть очень интересный нюанс по работе системы охлаждения. Но давайте об этом чуть подробнее. На родном экране ноутбук, в принципе, достаточно приятная штука с точки зрения процессорной производительности, с точки зрения уровня шума, с точки зрения видеокарты. Да, родной экран заведен через интеграшку. Ничего не поделаешь. Примерно на 15% производительности меньше, чем по HDMI. В режиме дублирования, поскольку экраны подключены к разным картам, то еще минус 15% от производительности на своем экране можете смело отнимать. Не везде, но в большей своей части. Так себе, если честно. Но как бы у многих также, ничего не могу сказать. Просто, ну, как минимум у многих также. Камера довольно дешевая, клавиатура не полностью RGB-шная. Что еще могу сказать? Микрофон, кстати, более-менее. Звук средний. Нормально, но ничего выдающегося. С RTX 3060 и 5800H это одна из самых дешевых моделей. Тачпад средненький, камера средненькая, система охлаждения хорошая, уровень шума невысокий. Ценник, ну, он довольно адекватный. Для такой комплектации возможность поставить 2,5-дюймовый накопитель и кабель в комплекте к нему есть. Ну, то есть вопросов с этим нет. Обслуживается без вопросов. Ну, то есть скинули нижнюю крышку и как бы отклеили каптон, и можно свободно почистить котика из системы охлаждения. Ну, турбины снимаются без вопросов. То есть с точки зрения обслуживания, если не поднимать родную систему охлаждения, хотя и с этим вопросов нет, нет пломб, тоже все довольно неплохо. Но когда система работает от HDMI, есть маленький нюанс, который как бы настораживает. Это работа процессорного охлаждения. Когда он работает в режиме дублирования, все окей. Когда он работает от родного экрана, все супер. Когда он работает от HDMI с зарядкой, ну то есть все то же самое, режим максимальной производительности, по какой-то причине не работает процессорная турбина. Просто не работает. Работает турбина на видеокарте. Ну и соответственно, поскольку процессорная турбина не увеличивает обороты, процессор работает через одно место. Вот на тестах Cinebench мы это видели. Почему? Кто знает. Ну, это явно ошибка в прошивке. BIOS у нас последний. Возможно, с обновлением прошивки данная проблема будет пофикшена. То есть, это просто вот забавный факт, который есть. Вы вряд ли будете его использовать только в режиме HDMI, именно для работы. Поэтому ну, для вас это не скажется. А в играх этой проблемы нет. Ну, то есть, только в рендерах скажется. Поэтому, в целом-то, просто забавный факт. Мы выставили турбины на максимум вручную, и все, ну, как бы проблема исчезла. Просто автоматика не регулирует вот эту турбину. Не понимаю. Ну ладно. Для кого? Если вам нужен дешевый игровой ноутбук, либо дешевая рабочая станция в виде ноутбука, в том числе для графики, для всех вот этих вот вещей, с большим количеством, с возможностью хорошего расширения объема на накопителях оперативной памяти и, ну, в целом, неплохое устройство в себе, Acer очень недурной вариант. Когда вы будете работать с тем же 3ds Max или монтировать видео на нем, либо делать еще что-то по работе, в принципе, ограничения по видику-то не сильно и скажутся, по большому-то счету.
Память с завода хорошая. Ну, то есть, если покупать обычную память в магазине, не сильно будет разница. Да, есть вопросы, конечно, к записи в память по скорости, но очень низкие задержки, что в определенных случаях дает определенный буст относительно скорости записи. Да, если поставить дорогой Kingston на таймингах 20, 22, 42, да, то как бы да, она лучше, но менять просто сходу память на какой-нибудь Crucial стандартный, даже с чипами с двух сторон, сакрального смысла нет. Он есть, но он небольшой. Ну и, соответственно, родная память, да, имеет право на жизнь. Правда, если вы переставляетесь после обычной памяти 3200 с JEDEC 322252, то нужно будет сдергивать батарейку, чтобы система загрузила родные настройки вот этой памяти. Как ни странно оказалось. Но как бы, окей. Что в итоге? Рекомендую ли я этот ноутбук? Несмотря на все минусы, а их тут, ну, клавиатура с неполноценной подсветкой, достаточно дешевая камера, потери производительности при работе в режиме дублирования, и по HDMI все-таки она быстрее. Тем, что нас немножко обманывают, когда говорят про 95 Вт, с чем еще? Достаточно бедным софтом и как бы, ну, камон, брак по системе охлаждения, тут сильно браком это не назовешь, это не то, что мы встретили в Lenovo Legion. Кстати, можете по подсказочке посмотреть видео, какой брак мы встретили там. Здесь он тоже присутствует, то есть система охлаждения прилегает к процессору даже после всех манипуляций. Не идеально, но неплохо, то есть это будет работать. И это работает. Без перегревов, без ора системы охлаждения, ну, то есть все хорошо. С учетом того, что здесь хороший экран, здесь хорошая система охлаждения, он не шумный, и как бы в целом уровень производительности за его цену довольно высокий, то я его скорее рекомендую, чем нет. Да, то есть от некоторых вещей здесь очень сильно, когда мы его тестировали, у нас горело пониже спины. Очень сильно. Потому что мы прогнали просто миллиард тестов на данном ноутбуке, чтобы разобраться, как работает экран, почему у нас в Cinebench типа через HDMI один результат производительности на экране, второй результат производительности, что у нас с температурой видеокарты, почему она не выходит на 95 Вт, она в принципе просто на них не выходит. То есть мы потратили очень много времени, мы очень много раз его разбирали, просто для того, чтобы разобраться, что это действительно так и работает, что нет проблем с системой охлаждения по видикуму. 10, да больше 10 раз я ее переставил, чтобы получить прям идеальный отпечаток. Ну, подобрать толщину термопрокладок, потому что я все-таки жидкие менял на обычные. И как бы да, все полетело, но как бы нет, на мощности видика это не сказалось. И даже так, это довольно неплохой ноутбук, как ни странно. Просто неплохой ноутбук за свою цену. Проигрывает ли он Легиону? Вообще без шансов. Legion хорошее устройство со всех сторон, если не бракованное. Этот ноутбук хорошее устройство за свои деньги. И это стоит понимать. В целом он довольно посредственный. Именно за счет 85-ваттного видика, потому что все остальное сделано-то нормально. Я не против жидких прокладок, я не против системы охлаждения. Вообще, блин, она такая же, как в TAF. Но только в TAF у нас не 85-ваттный видик. И здесь охлад с запасом. Он, по сути, такой же по размерам. Да, по конструкции он очень похож, как и у всех у них. Поэтому я его вам действительно рекомендую. Несмотря на все минусы, несмотря на все нюансы и несмотря на все то, что я вот только что сказал. То есть, да, Acer Nitro 5 на удивление неплохой ноутбук, но только за свой прайс, не более того. Если вам нужен дешевый игровой или рабочий ноутбук, рассмотрите к покупке. Но если у вас есть больше денег, чем он стоит, я рекомендую потратить их на что-то еще. Например, на Legion. По крайней мере, пока, или даже посмотреть на Asus TUF. Ну а на этом все. Всем пока. И помните, E2 Buy. Только лучшее.